Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча, посвященная онлайн-гаданию на картах Таро. Это потоковое чтение на перемены по судьбе, на судьбу, ближайшее будущее. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. И давайте посмотрим, какие самые важные аспекты, на какие самые важные аспекты вам важно, вам желательно обратить внимание, чтобы в ближайшем будущем идти по наивыгодным, наилучшим линиям судьбы или вариантам развития событий. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы с вами будем смотреть, какие самые важные аспекты прозрения, может быть, солнце, соло, савила, солнечные аспекты. Давайте смотреть. Первый аспект. Вам важно принять решение, уже решить какую-то сложную задачу, может быть, какую-то шахматную партию, Первое, вам нужно быть решительным или решить что-то, Но решить для чего? Для того, чтобы что-то достичь. Достижения, или решиться на что-то, чтобы что-то получить, Вот так тоже может быть. Но тут элементы драмы есть, то есть могут быть осложнения, Вот вы решитесь на что-то, может быть, вы никак не можете решиться на какой-то шаг, который будет драматичным, в каком-то аспекте. Не хотите усложнять, чтобы что-то достичь, слышите, Не обязательно это драма, Это какое-то усложнение. Драма — это всегда сложности, трудности. И драма есть драма, То есть до драмы лучше не доводить, чтобы чего-то достигать, может, не надо драматизировать, возможно, вы достигли каких-то моментов, аспектов, они не такие хорошие, как вы хотите, а вы драматизируете, считаете, что это плохо, или считаете, что хуже, лучше уже не будет. Нет, не торопитесь, может, вы пока не можете выиграть, ситуацию. Поиграйте еще, время дайте, нужно научиться играть, Тут, знаете как, вам что-то подсказывает интуиция. Вот если вам интуиция подсказывает, что будет драма, так оно и будет. А если интуиция подсказывает, давай решай задачу, драмы не будет. Вот вы поставьте сейчас на паузу и хорошо послушайте свой внутренний, не голос, а наоборот свою внутреннюю тишину. Интуиция — это внутренняя тишина. Видите, он тут сидит, медитирует, Это абсолютное безмолвие, в которой рождаются все 4 стихии. И пронизанные духом они дают рождение чему-то. Я скажу так, какая у вас ситуация? Ситуация такая, что вам кажется, что все плохо. И вы, возможно, даже склонны драматизировать, но надо выдыхать. Нужно выдохнуть. И может быть, отключиться от этого вопроса, чтобы, может быть, этот вопрос, пока вас не беспокоил, какое-то время, чтобы вы его не слышали. Вот видите, в абсолютной тишине рождается видение и понимание. То, что я вам сказал, смотрите, 5 карт, центральная у вас драма, то есть вы накаляете ситуацию какую-то, в любой сфере жизни: отношения, деньги, работа, самореализация, бизнес, дети, близкие, что еще можно, то есть, в любой ваш аспект. Вас, с одной стороны, решение и достижение, с другой стороны, интуиция и видение. А интуиция и видение, они о пассивности, о неделании по Кастанеде. А эти два аспекта, достижения и решения, это делание. Так вот, для того, чтобы драмы не случилось, вам надо уравнять делание и неделание. А это о чем? Как вы считаете, можете тоже подумать. Я бы вам, знаете, сказал так.
в вашей ситуации все плохо, потому что нету баланса, нету договоренности какой-то, нету компромисса, нету все на одну чашу. То есть вы, условно говоря, давите на что-то одно, склоняя чашу весов к чему-то конкретному. А здесь может быть двойной результат или обоюдовыгодная ситуация. Например, если в отношениях это должно было бы быть выгодно двоим, а не только вам. Да? В деньгах то же самое. Не только ваша выгода, но и еще чья-то. То есть и так далее. В любом вопросе вам нужно, чтобы решить эту задачу и достичь чего-то, вам надо и вашим, и нашим. Слышите, да? Ну вот как-то так. И драмы тогда драма будет, ну, может быть, если она вам не нужна. А и наоборот, может быть, для того, чтобы вы хотите достичь драмы, тогда делайте вид, что вы ничего не видите или не замечаете. Игнорите. Здесь игнор такой некий. Ну и смотрите, здесь прямо конфликт или конфликт интересов, ссора и так далее. Вы с кем-то серьезно поссорились, у вас с кем-то конфликт. Это дух видит так. Если у вас мир и согласие, но вас не замечают, тогда вам наоборот нужен конфликт. Слышите, да? То есть для того, чтобы вас заметили, увидели, чтобы что-то решилось, вам надо заявить о себе конфликтом. Или наоборот, если у вас есть конфликт, метод примирения из этого конфликта, ну или выхода из этого конфликта, обоюдовыгодное какое-то расположение ресурсов. Материальных, духовных, вербальных, без разницы. Хорошо, давайте посмотрим, какое вам решение принять. Вот вы можете сейчас представить какое-то решение, можете посмотреть на эту карту, и вопрос о решении вам придет сам, какое решение, да? Или решительность, да, то есть какое вам принять решение, да? Да или нет? Позитивное или негативное? Вот давайте, у вас есть время, можете поставить на паузу и подумать, какое решение, над решением, да? Вы сняли с паузы, и я вам сейчас скажу, да или нет, решаться или не решаться, что говорят карты Таро. Ну, это ответ да, и это 8 пентаклей, то есть да, работать над этим вопросом, да, прикладывать силы, да, вкладывать ресурсы, да, развиваться, да, терпеть, да, покупать, да, вкладывать деньги, платить и так далее. Ну, это больше вот как бы прикладывать усилия какие-то и прикладывать свои силы, талант, свои умения, мастерство. Да, оттачивать мастерство. Окей. Хорошо, что вы тогда получаете? Представьте себе, ну, результат какой-то цели, да, чего вы достигаете? Чего вы достигаете? Достигаете вы свободы, вы достигаете того, что вы освобождаетесь, вы становитесь как минимум независимым человеком, и вы, ну, перестаете бояться. То есть у вас страх пропадает, а когда пропадает страх, у вас открываются возможности. То есть вы становитесь свободным, больше возможностей, бесстрашным, более рискованным, может быть, более опытным, более умным, мечи, ум. И, ну, давайте так, более дерзким, решительным и успешным. Окей. Но, скорее всего, смотрите, следующая карта, кстати, 9 мечей. А 9 мечей, она почти вот эта драма, 10 мечей. Поэтому, возможно, вы будете смотреть на свою драму совсем другими глазами, да, если вы приложите усилия и получите в конечном итоге, ну, некую независимость. Да. В чем суть драмы? И действительно ли она такая драматичная у вас на пороге, да, или сейчас уже? Эта карта здесь и сейчас. Драма заключается в том, что вы как будто бы уходите с того места, где вам в кайф. Или вас кто-то вытесняет. Или уходит мужчина. По этой карте обычно уходит мужчина. Но мы сегодня с женскими картами. Но драма в том, что женщина уходит. А куда и как она уходит и почему уходит, ну, это вы уже приложите к своей ситуации.
Что подсказывает ваша интуиция? Сейчас тоже можете поставить на паузу, закрыть глаза и послушать себя. Вот что шепчет вам ваша интуиция? А я достану карту и попробуем сравнить вашу интуицию и карты. Интуиция вам говорит, что будет солнце или все будет хорошо. И какая бы ни была ситуация драматичная, все равно все разрулится так, что вы будете плясать в поле с подсолнухами, возможно, в кругу друзей, в кругу котов, даже черных котов, может быть, да, ну, смотря какая вы ведьма или какой вы ведьмак, да. Но интуиция вам подсказывает, что все будет зашибись и все будет успех, да. Хорошо. Что очевидно, вы не замечаете. Вы, очевидно, не замечаете туз пентаклей. Это использовать свой шанс, свою возможность быть успешным, богатым, самодостаточным, независимым финансово и реализовать какой-то свой материальный проект. И если у вас уже есть дети, если они есть, ну, возможно, вы не замечаете, кроме детей, какие-то другие направления. Если детей нет, ну, тут может быть и детская реализация в аспекте ребенка, ну и вообще успешность самореализации. Солнце и туз пентаклей – это материализация личности. Да, вот так. Хорошо, давайте посмотрим. Ваш конфликт, как его видят карты Таро и что вообще могут карты Таро сказать о вашем конфликте в любой сфере вашей жизни? Ну, ваш конфликт, он из-за того, что у вас или что-то забирают, или крадут у вас, или вас обманывают. Ну, вообще, как бы конфликт этот, он подпитывается нечестностью. И чем честнее и справедливее вы будете, тем будет лучше. А помните, я говорил чаши весов? Так вот, когда мы видим весы, мы видим справедливость, когда все равно. Да, когда нету предвзятости. Справедливость где есть, где нет предвзятости, да, где чаши весов уравновешены. Ну, я скажу так. Ваш конфликт подпитывается ложью, фальшью, обманом и хитростью. Попробуйте более прямо, более честно, более спокойно и справедливо, и тогда не будет, может быть, вот этих вот претензий друг к другу, да, как говорится. Хорошо, что карты Таро вам говорят по поводу вашей работы? Ну, может быть, любая работа или проект, над которым вы работаете, или будете работать, да, или работали, то есть без разницы. Но это больше в прошлом, но смотрим на здесь и сейчас, может, на ближайшее будущее. Ваша работа, она требует индивидуального подхода. Вот вам работать надо в каком-то своєму, як кажуть українською, крафтовому напрямку, у своєму якомусь крафтовому напрямку, и, то есть в крафтовом направлении, то есть в авторском направлении, да, ну, крафтовое это больше такой какой-то эксклюзив, да, о продукции какой-то, да, по продуктах питания, но вообще вам нужно заниматься каким-то своим делом узкопрофильным, да, вот подумайте, где, в какой сфере вы мастер, вот там вот реализуйтесь, и вот упритесь в это и спокойненько начинайте. Ну или продолжайте, может быть, вы уже и продолжаете. А от чего вы освобождаетесь? От чего освобождаетесь, чего достигаете, да? Но от чего освобождаетесь? Освобождаетесь вы от манипуляции. Скорее всего, вы уйдете оттуда, где вам некомфортно, страшно, и где вами управляют, манипулируют, может быть, заставляют делать то, что вам не нравится. 2 восьмерки, вы какое-то дело прекратите. Может быть, даже хлопните дверью. Может ли это быть отношения? Да, это могут быть и отношения. Может это быть работа? Рядом работа, да, конечно. Но вы в любом случае уйдете оттуда, где вам, как минимум, страшно, и где вы занимаетесь не своим делом. Хорошо, давайте посмотрим. От чего освобождаетесь? От манипуляций, а кто что уходит? Кто или что уходит из вашей жизни? Уходит или тот человек, с которым вы уже все обсудили,
или то место, где вы уже обо всем договорились, или уходит возможность уже договариваться. Вот так вот. Ну, пока что так идет. Хорошо. Давайте посмотрим. Ваша интуиция ведет вас к успеху. Успеху в чем? Именно вот радости какой-то, да, радости. Где там радость и успех? Радость и успех у вас в связях. То есть, может быть, дружба завяжется, может быть, отношения наладятся, может быть, найдутся новые отношения, может быть, и с детьми вашими тоже будет все хорошо. Если сейчас какие-то проблемы, да, часто бывает, дети приносят какие-то проблемы, но не приносят сами по себе, да, являются или проблемой, да, и так далее, или у них проблемы. То есть все будет хорошо там, где есть отношения и связи с очень близкими вам людьми. Какой шанс вы, очевидно, не замечаете? Еще, да? Еще один шанс посмотрим. Ну, тут где-то, возможно, это шанс быть защищенным, protection, да, защита, или защищать кого-то. Может быть, шанс заботы о ком-то, может, вам действительно надо о ком-то позаботиться. Часто бывает, Вселенная дает знак и говорит, тут надо позаботиться. Это потом в карме, в твоей, да, оно проиграется каким-то другим способом. Не всегда надо быть альтруистом, но иногда нужно идти на какие-то жертвы, да, для чего-то, для чего мы сами иногда не знаем. Поэтому вы упускаете шанс заботы. Может быть, о вас не заботятся, а может быть, вы о ком-то не заботитесь. Тут уж тоже смотрите по своей ситуации. Здесь больше такое забота материнская и опека материнская. Но смотрите, все-таки защищенность, она разная, бывает разных уровней и разных пониманий. Вашим это шанс заботы и опеки. Если это защита может быть и магическая луна-то тут все равно есть, поэтому как-то так. Хорошо, есть у нас, давайте так скажем, вопрос такой зададим. Есть некое движение, да, и есть некая хитрость. И вот давайте посмотрим, к чему ведет ваш конфликт, если он не будет остановлен, прекращен. К чему может привести? Так, сейчас мы немножечко прикроем. Вы, чем сильнее этот конфликт, да, чем дольше у вас этот конфликт длится, тем больше он на вас оказывает негативного влияния, и чем дольше он происходит, чем глубже вы в него вливаетесь, движетесь в этот конфликт, тем больше вы от него зависимы. Вы становитесь зависимы от этого конфликта. То есть его влияние просто усиливается. Хорошо. В каком направлении карты вам советуют реализовываться? Ваша реализация, она где? Ну, тут туз кубков. Ну, это любимое дело, любимое занятие. Это личная жизнь, отношения с мужчиной и женщиной. Может быть магия, может быть психология. Ну и это то, действительно, к чему лежит ваша душа. Больше тут я ничего вам не добавлю. От чьей манипуляции вам нужно освободиться? Ну тут смотрите, прямо тузы идут. Тузы это внутренние карты. Может быть, у вас есть туз жезлов, это внутренняя магия. Может, вы от нее как-то зависите. Внутренняя энергия, от нее как-то зависите, да, она вами управляет. Но давайте так скажу. Вы сами чувствуете ту энергию, которая вами управляет, но в негативном контексте.
у нас у каждого есть энергии, которые как бы влияют на нас с негативной точки зрения. Ну, часто это тени, очень часто, но могут быть и какие-то негативные непроработки, да. Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения магии, это посторонние влияния и так далее. Зеркальные, да. Поэтому я бы так сказал, есть что-то внутри вас, два туза, да, один чувственный, а другой энергетический. То есть есть внутренняя энергия, которая управляет вами, от которой лучше избавиться. Не знаю, какая это энергия. Например, может быть, вы любите там накидываться шоколадом на ночь, к примеру, да? Или там есть какая-то привычка, есть какая-то страсть, или есть вот энергия в вас, вы знаете эту энергию. Где-то, может, ее надо как-то или ограничивать, или не ограничивать, а направлять в какое-то другое русло, и тогда будет лучший результат где-то, да. Например, в этой карте будет лучший результат. Хорошо. Переговоры с кем у вас закончились, с кем вам не надо общаться, прекращать, разговаривать и так далее. Вам нужно прекращать разговаривать и общаться с тем человеком, который реально вам усложняет жизнь, сидит на вашей шее, на вашей спине или заставляет вас или принуждает как-то, или потворствует вашей тяжелой жизни. Вот если есть человек, который говорит вам: терпи, терпи, страдай, ах, там, деды терпели и нам велели, да. Нет, это не ваше, не надо вам терпеть, вам надо как-то вот переходить в какую-то другую карту, не знаю, наверное, вот в эту, скорее всего, ну, я так думаю, а в какую вам переходить, решать вам. Выбор всегда за вами, за вас никто не решает. Помочь могут, а решение ваше всегда, да? Окей. Хорошо. Как с вашим романом обстоят дела, да? Как с вашим сближением? Ну, в отношениях. Здесь выпадает Верховная Жрица. На данный момент либо нам не открывается эта информация, либо мы о ней не должны знать, либо здесь закрытые двери. Либо вам что-то мешает, особенно здесь, смотрите, десятка и двойка, 12, это висящий. Может быть, вам кто-то закрыл двери, и чтобы зайти в отношения комфортно, вам нужно открывать двери, открывать дороги, и, возможно, проверять себя на наличие кармических узлов и магических негативных родовых программ. Ну, это такая очень короткая диагностика на наличие негативного влияния, если у вас в вашей жизни очень тяжелые отношения. Тяжело выстраиваться. Что, кого, как защищать. Ну, смотрите, вам нужно защищать либо себя, либо какого-то человека, который эмоционально истощен, выгорел, или того человека, который о вас заботится, или вы о нем заботитесь. Вот вам и защита. Хорошо. Что за влияние, которое вовлекает вас в конфликт, в какой-то хитрый такой конфликт? Что за влияние? Ну, это прежде всего зависимость, созависимость, кармический узел и негативные повороты судьбы, которые, это ловушка вообще, 12-й аркан это всегда ловушка, это всегда сложная ситуация. Давайте так скажу, что за влияние вовлекает вас в конфликт? Карма, прежде всего. Это всегда карма. Это как расплата за наказание, да, идет. За что-то сделанное. Наказание за что-то сделанное. Это карма. И тут, знаете, как может быть где-то не можете, неблагодарность какая-то, либо с вашей стороны, либо со стороны другого человека. И это только усугубляет конфликт. Ну и усугубление конфликта – это еще невозможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Почему? Потому что вам больно,
И вы хотите, может быть, чтобы и другому человеку тоже было больно, потому что это болезненная карта. Но в любом случае усугубление конфликта – это созависимость. Ты дурак, сам дурак, да, и начинаются качаться качели. Вам нужно успокоить маятник, остановить маятник и не качаться, не раскачивать ситуацию. Окей. Какие чувства откроются вам совсем скоро? Необычные, оригинальные, необычные, креативные и такие чувства, на которые вы не рассчитывали. Какая энергия управляет вами? Как раз проверяем. Но она, может быть, она и неплохая, не всегда аж энергии плохие, да, то есть, может быть и хорошая, но эта энергия, вообще это энергия либидо. Может, она законсервированная, но эта энергия, она подталкивает вас расширять свои горизонты и что-то для себя открывать. Вами управляет энергия обучения и познания чего-то нового. Но она может быть законсервирована и может быть каким-то образом связана с прошлым и с человеком, который ушел в другой мир, например, кто-то из родителей, да, или там бабушка, дедушка, которые имели на вас влияние. Потому что мумия все-таки, а мумия – это уже артефакты, которые связаны не только с прошлым, но и с покойником. То есть это информация от покойника. То есть идут, может быть, какие-то ваши родовые программы здесь, понимаете? Хорошо, 10 жезлов. Давайте спросим. Что поможет вам облегчить вашу судьбу? Именно судьбу. Вам как бы в отношения, вам вот стрелы Амура, вам дискотека, вам танцы, вам встречи, свидания, вам флирт, романы. И вам вообще не хватает Амура, любви. Поэтому вашу судьбу излечит роман, любовь, влюбленность и отношения. Такая карта, посмотрите, какая красота. Почему нет? Да. Хорошо. Что конкретно закрывает вам двери в хорошую жизнь, да? И что является закрытыми дверьми? Вот это жрица, да? Это ведьма какая-то, да, колдунья. Подчинение. Подчинение, покорность, зависимость. Здесь клетка. Здесь клетка, птица в клетке, и действительно у вас как будто бы дверь может быть и открыта, или ее нужно действительно открывать. Но вас кто-то пытается подчинить себе. Именно подчинение. Подумайте. 4 кубков. Чего вы не замечаете? Или чего вам уже не надо замечать? Тоже можете посмотреть. Так, у нас тут все хорошо. Тут прикрыто все. Чего вам не нужно замечать? Вам не нужно стремиться замечать что-то идеальное. Вам не нужно стремиться к идеализму. И знаете как, может быть, вы не замечаете идеального человека рядом с собой, а может быть, не замечаете хорошего варианта, когда ищете во всех вариантах, даже хороших, еще более лучший. Например, прихожу в магазин, вижу вещь, классная вещь, но подожду, когда появится лучшая вещь. Прихожу, например, в автосалон, вижу хорошая машина и денег хватает, но подожду, когда выйдет новая версия. Вижу дом, могу купить. Хороший дом, но подожду, когда рядом достроится еще лучше. Вижу мужчину или женщину. Классный мужчина, классная женщина. Но подожду, а вдруг он какой-то мерзкий, скользкий, лицемерный ас, да, или, ять, да, как говорится. Поэтому тут
по ситуации. Склонность к идеализированию является для вас незаметным аспектом, на который вы не... Или вы не идеализируете, наоборот. А висящий, 12-й аркан, просто вот поток духа. Что скажут карты по поводу этого висящего? Кто бы это ни был, или что бы это ни было. Это судьба. Что бы это ни было, это судьба, и здесь нужно это выдержать. А у меня ничего не остается, кроме как побажати вам витримки. І все буде добре. Побачимось, почуємось. Па-па.